Слава Украине, привет всем от Полонского. Бавовна, друзья мои, несмотря на то, что, знаете, Путин и его шайка-лейка объявили, чуть не сказал, джихад. Нет, они объявили, значит, перемирие так называемое, которое, конечно же, ими не соблюдается. Ну, раз не соблюдается, раз они стреляют, то наши им тоже, соответственно, насыпают в ответ, так, чтобы мало путирастам не показалось. А то они, знаете, они очень умные. Объявить перемирие, самим его не соблюдать, а наших во всем обвинять. Ну, обвиняйте, нам, собственно говоря, на это начхать. Да. Так вот, Глушково, Курская Народная Республика, друзья мои. Тот самый райцентр в 10 километрах от границы с Украиной, где путирасты никогда не чувствовали себя спокойно, как у Бога за пазухой, потому что им туда прилетало постоянно, просто всегда. Вот. Отрабатывались они там ни разу, ни два. Ну и в то же самое время они размещали там в той или иной форме, в том или ином месте свои гарнизоны. И вот сейчас у нас на телеграм-канале, ссылочка, как обычно, внизу, снизу, в описании к данному ролику, можете лицезреть. Они в местном отделе внутренних дел разместили своих боевиков путинских, естественно, сделав его, ну, отдел внутренних дел и так является милитаризованной группировкой, вот, как и все российское УВД, соответственно, абсолютно законная воинская цель. Вот. Ну и они там разместили еще дополнительно солдат. Здание двухэтажное, довольно крупное. Разместили там, значит, боевиков и думали, что все будет хорошо. Что поскольку поселок фактически отселен, то некому передать координаты, никто ничего не увидит, никто ничего не узнает. Ну, как оказалось, они довольно крупно ошибались. Если не местные патриоты, партизаны, подпольщики, антифашисты, так наши дроны все узнают, все передадут, дадут координаты, подъедет дядюшка Хаймарс и сделает свою работу. Сразу скажу такую вещь, что да, действительно 10 километров, вы скажете, можно было достать абсолютно чем угодно. Ну, это действительно так. Можно было, конечно, лупануть и артой, запросто достать, и можно было просто обычный град поставить, несколько градин туда запулить, но надо учитывать невероятную точность удара. То есть туда, по разным сведениям, прилетел то ли один, то ли два снаряда, по всей видимости, Хаймарса, и очень четко легли прямо вот в это здание, сложив его полностью, там второй этаж лег на первый. Можете посмотреть, как это выглядит, то есть абсолютно четко видно, что идеальное, просто изумительное по точности попадания и эффективности. И эффектности, да. Там местные после этого снимают, ходят, говорят, вот это да, прилетело, точно, красиво. Вот, также там рядом повреждена оказалась пятиэтажка, она тоже там тоже находились путинские боевики, соответственно, сам город, это не город, это, ну, когда-то так называли ПГТ. Но это райцентр, тем не менее, да. Вот, сам город практически там отселен, там никто не живет фактически на сегодняшний день из-за боевых действий, ну, несколько избирателей Путина, тем не менее, там осталось. Вот они, собственно говоря, и снимают картину происходящего. Так что они подошли, сняли, изумительно, скажу, по точности попадания, соответственно, говорит о том, что это был все-таки Хаймарс. Потому что, если, например, артой, ну, тоже могли с первого раза попасть, но не гарантированно, там нужно было лупануть 3-4, может, 5 раз, чтобы точно уже уложить к снарядину туда, куда надо, рашисты успели бы удрать. А тут, как говорится, первое же попадание, оно уже и последнее. Уже ничего не нужно больше. После этого, соответственно, в таких случаях никто никуда не убегает. Вот, поэтому, конечно, вот тут вот используют. Ну, плюс городская застройка, не хочется. Мы же не рашисты, мы же не хотим лупить по обычным домам. Мы лупим там, где есть орки. Вот. Ну и попали, собственно говоря, очень красиво, очень замечательно. Соответственно, работал Хаймарс. Или у нас, опять мы говорим Хаймарс о целой плеяде вот таких вот установок. У нас есть непосредственно Хаймарсы американские, есть они же турецкие, есть французские, есть немецкие, называется Марс. Они все немножко разные, каждый под свои снаряды, но тем не менее очень четко и хорошо выполняют свою работу. Чем из них там лупанули, да Бог его знает. Главное, что попали.